Здравствуйте! Мы уже обсуждали с вами, что с помощью сериала «Шерлок» нам пытаются рассказать о жизни Христа. Этот рассказ идет параллельно с рассказом о Шерлоке. Давайте и мы с помощью персонажа сериала заглянем в этот параллельный мир. На экране мы видим умершего человека, находящегося в святая святых госпиталя святого Варфоломея, а именно в морге. Но чем является госпиталь и кто этот человек в нашем зазеркалье? Вот два вопроса, на которые мы попытаемся ответить в этом ролике. Вопрос первый. Чем является госпиталь в параллельном мире? Если первым домом для Шерлока является квартира мисс Хадсон, единственная, кто соответствовал описанию. Я привез ее сюда, в твой второй дом. А вторым госпиталь святого Варфоломея, то для Иисуса Христа первым домом был дом, в котором он жил. Но что было для него вторым домом? В Евангелии от Луки рассказывается, что в возрасте 12 лет Христос с Девой Марией и Иосифом Обручником пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. На обратном пути родители потеряли отрока Иисуса. Тогда они вернулись в Иерусалимский храм и обнаружили Христа среди ученых мужей. На вопрос Девы Марии, почему он отстал от них, Иисус сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» То есть Иерусалимский храм принадлежит Богу Отцу и, как следствие, является вторым домом для Его Сына Иисуса Христа. У меня складывается впечатление, что госпиталь святого Варфоломея, который для Шерлока является вторым домом, в нашей параллельной вселенной – это второй Иерусалимский храм, являющийся вторым домом для Христа. Вопрос второй. Кто этот человек? В серии «Этюд в розовых тонах» мы видим, как события разворачиваются в морге госпиталя святого Варфоломея. Авторы фильма впервые знакомят нас с Шерлоком и Молли. Мне кажется, что в первой серии первого сезона в нашем параллельном мире сценарист и режиссер рассказывают о рождении и детских годах Христа. Кто усидит дома, когда вокруг такое веселье? Это его забавляет, а приличиях забыл. Кого они волнуют? В игру, миссис Хадсон, в игру! Не зря девизом Шерлока этой серии является девиз «в игру». Естественно, они показывают рядом с ребенком и его мать. Имя Молли является уменьшительным от имени Мария. Я думаю, что в этой сцене нам показывают Деву Марию и новорожденного Иисуса Христа. Давайте забежим немного вперед и прислушаемся к фразе, которую произносит Шерлок. Хорошо. Сперва поработаем плетью. Хорошо. Сперва поработаем плетью. Ридин у моряков означает «стоянка», «стояние на якоре». Якорь – скрытое изображение креста. Он же является символом надежды на будущее воскресение. Поэтому изображение якоря часто встречается в местах захоронения древних христиан. Кроп – собирать урожай, хлеб на корню. Кстати, крест и колосья пшеницы являются символом Христа. В нашем зазеркалье я бы перевела фразу так. Хорошо. Сперва остановимся для того, чтобы собрать урожай пшеницы. Другими словами, хорошо. Сперва остановимся для того, чтобы взять души новообращенных. Но кто эти новообращенные? В предыдущем ролике мы остановились на том, что волхвы ушли из Иерусалима и пошли за путеводной звездой в город Вифлеем. Когда царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет родившийся Мессия. Их теперь почитают как первых мучеников за Христа, но наряду с младенцами погиб как минимум один взрослый человек, и этот взрослый погиб во втором Иерусалимском храме. Кто же этот человек? Мы видим на экране Шерлока, открывающего пластиковый пакет, и мы смотрим на Шерлока глазами того, кто находится внутри пакета, как будто новорожденный младенец смотрит на акушера, принимающего в свои руки новую жизнь. На ком нам пытаются рассказать сценаристы в параллельной сцене. Обряд крещения символизирует второе, духовное рождение человека. Человек умирает для того, чтобы возродиться в новой жизни. Но кто возродился для новой жизни? Кого в свои объятия принял Христос во втором Иерусалимском храме? Давайте теперь прислушаемся к словам Молли. Только поступил. 67 лет. Естественная смерть. Здесь работал. Я знала его. Он был славный. Я знала его. Он был славный. Но кого знала Молли из сериала? И кем этот пожилой человек был для Девы Марии в нашем зазеркалье?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться на пару тысячелетий назад. В то время в Хевроне жил священник Захарий со своей женой Елизаветой. Они стали родителями в пожилом возрасте. Когда у них родился долгожданный мальчик, его назвали Иоанном. Весь христианский мир знает его теперь как Иоанна Крестителя. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елизавета укрылась вместе с младенцем в горах. В те скорбные дни святой Захарий служил в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. По повелению Ирода они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Но откуда Дева Мария узнала священника Захария? По преданию, когда родители Богородицы, святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в 3-летнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, именно первосвященником Захарием Дева Мария была введена во святая святых. Дева Мария жила при храме до 12 лет, до своего обручения с праведным Иосифом Обручником. Получается, что она знала священника Захария с детства. Вот мы и ответили на второй вопрос. Таким образом, в этой сцене нам показывают святого Захария и второй Иерусалимский храм. По скриптум. Вам это ничего не напоминает? Мне кажется, нам пытались показать ковчег Завета, который был расположен в святая святых Иерусалимского храма.